Уже сидим часа 3, рыбалим. Вот так у нас светло с тем фонариком, который мне прислал подписчик Дмитрий. Как его? Короче, Дмитрий с Томска отправил. И направил его в потолок. То есть вывел, повернул к потолку и светит, получается. Вот как у нас в палаточке сейчас обозрение хорошее. То есть светит. Там вон Паха сидит, рыбачит. Вот у нас Паха сидит. С таким большим кивком, не знаю, что бы другую бы не поставил. Ну и вон справа моя удочка. Это у нас получается обычная плита. И дожигатель сделал сам. То есть ручка, которая подогревает баллон, сделана из какой-то алюмийки. Ну, горячий, а баллон так-то прохладный. А дожигатель с термоса, то есть там двойная стенка получается. Сейчас внутренняя стенка красная, то есть вам через камеру видать. Вот. И получается тепло. Здесь палатка вроде небольшая такая. Вдвоем места хватает. Сначала свечку включили, потом решил фонарик испытать. В общем, включил на 100% яркости и направил в потолок. И здесь такое ощущение, что мы прям сидим рыбачим с комфортом. Ну, одна поклевочка у меня была. Приехали мы часа в 2, пока пробурились, пока выставились. И получилось где-то мы сели рыбачить 2:30. Минус 2:30 тоже у меня на том месте старом, ближе к берегу, одна поклевочка была. Но никого не вытащил, получается. Там дедок сидит, рыбачит на балансир. 2 окушков, говорит, вытащил. И то, говорит, так, балуются, ходят, получается, особо не клюют. И там дальше к тем мужичкам мы не ходили. Сейчас, получается, они сидят на хариуза, на течении. Но мы на хариуза не пошли, решили на ельчика сходить, потому что как таковое хариуза поймаешь, не поймаешь, не факт. Сейчас они посидят там часиков до 6, до 7, и хариус клевать все равно перестанет. И все они сюда сместятся. Тоже будут сидеть. Ну, 2 подъезжали. Мужики на УАЗике подъезжали, спрашивали, да, на Жигулях. Тоже, видимо, хотели порыбачить. Ну, что-то никого не остались. Или то, что поклевок нету, сказали. Поедем в другое место искать. Ну, им тоже, как сказать, удачи. Ну, а мы подождем, может, что-то придет, клевать начнет. Можно яркость убавить, то есть, ну, как освещение на 30% поставить, 100%. Фонарик, в общем, хороший. На улицу выходишь, когда прямо направляешь, освещает прям не хуже, чем фара у машины. Ну, в общем, подарок хороший. Спасибо большое Дмитрию с Томска. Это просто вообще, я в шоке. В магазинах таких фонариков я не видел. А так в обзор заходил, в интернете смотрел. Что-то он по-разному везде стоит. Где 1300, а где получается 2000. Да, парочка. И вот такая вот фигня. На. Решили выбраться, посидеть. Все-таки морозы. Дома тоже ничего не сделаешь. Особо. А сидеть скучно, хоть и праздники, и бухать тоже, как сказать. И денег нету, и не особо охота. Вот решили на рыбалочку сгонять. Ельчиков половить. Ну, уже время так-то часов 6-7 час, уже должны клевать начать. Но пока молчок. Будем ждать. Фосфорную мормышку тут надел. Периодически вытаскиваю ее под этого, подзаряжаю. Рыбаки есть, но тоже ни у кого ничего не клюет. Сейчас вот остался старичок там на Хондай приехал.
на кроссовере и 2 чувака на Ниве. И тоже они вроде на Хариус сидят, но что-то я сомневаюсь, что у них там что-то есть. Мужичок на Хондай 2 этих окуней поймал на балансир. Ну а Ельцы, говорит, вот он сидит, ждет, тоже должен, говорит, после 6 подойти. Мы у него спрашивали. Фосфорную, говорит, будет клевать, когда темно будет на улице. А стемнело это уже час назад где-то. Ну и вот одна поклевочка была, не знаю, кто там шарился, лазил. Может, на огурец на соленый попробовать? Прикормили, а рыба что-то пока нету, что может на старое место переместить. Ну, сейчас. Да тут ровненько местечко, мы, получается, на дороге сели, где накатано уже все ровненько, то есть нету всяких этих ямок, бугорков. А там палатка у нас стояла шиворот на выворот. Вроде это снег местами промерз и местами бугры, и получается сидишь некомфортно, неудобно. Ну, в палатке вроде тепло, но все равно чуть-чуть подмерзает легко. Заходим, смотрим, подписываемся. Вроде 2 заходили, смотрели, 1 лайк поставил. Все, сейчас никого нет пока. Ну, прямая трансляция тоже, видишь, ТикТок потом тебя рекомендует, когда снимаешь на трансляции в Ютубе. Он тебе потом рекомендует. Ну, 2 чувака заходило. Сейчас пока никого нет, 1 лайк, короче. Писал: рыбалочка Нововиленском. Ну, кто-то лайк хуйнул. Кто заходил, не знаю. 2 человека заходило. Тут показывает, сколько заходило. Здесь вот лайки, видишь. Смотри, у нас овощи в лед превратились. Ну, а что сделаешь? Будем сало есть. Угу. Давай, клюй. Кто там нас пытался пиздануть? Вообще тема, да? И не надо покупать никакие эти светильники, хуильники, там фонарик кверху направил, 100% включил, хуяк сразу. А тем более, смотри, она беленькая, видишь? Отражает. Ну, отражает. И вообще тут как комфортно сидим, короче. Ну, кто-то еще зашел. Привет тем, кто зашел. Сидим на Нововиленском, тут рыбачим. С Новым годом! С новым счастьем! Овощи только замерзли в лед. Все, замерз. Огурец замерз. Будем сало есть. Огурцы замерзли. Так, это что у нас? Я только учусь, как сказать, прямую трансляцию вести. Это эффекты. Комментарии пока не вижу. Вроде пока никто ничего не отправлял. Ну, народ заходит. Когда заходят своими просмотрами. Нам, может, овощи отогреют. Или сосульки будем сосать. Ну, одна поклевочка была, вот не знаю, кто там подергивал чуть-чуть. Тихонечко, так аккуратно. Ну, вышел. Чувак зашел, вышел, зашел, вышел. Что-то у тебя лунка, смотри. Начинает отыгрываться. По бокам смотри, у тебя появилось, а у меня чистый стоит. Похуй. Где-то дует. Где-то дует у тебя. Я там все засыпал, не шевели лучше. Я вижу, если подсыпал, все равно. Там вообще насмерть все закрылось. Складная. Чуть не пиздануть. Мне же не торба, а лавочку, ту, которую нашел на рыбалке. Лед не чувствует. Мне-то шуршит, видишь, по снегу.
Сидим, рыбачим. Всем, кто заходит, с Новым годом, с новым счастьем. Первый день на рыбалочке сегодня в этом году в Нововильнинском. Приехали посидеть, посмотреть, что ловится, не ловится. То есть обстановку проверить. Ну, одна поклевочка была. Вторая уже. Вторая она получается. Надо чуть-чуть газ, наверное, убавить. По баллону не хватит. Последний баллон остался, уже второй, получается, сжигаем. Второй баллон. Пошел. Сидим, ждем поклевочки, то есть ельца. Там мужичок, старичок сказал, вроде после 6 начинает. Ну что-то мы вообще ждем. Ничего нету. Вот уже два лайка кто-то воткнул. Фонарик испытываю, который подарил подписчик. Вот, направил его к потолку. Освещает, вот как получается, уютно, комфортно. Палаточка, конечно, маленькая, не разгонишься. Вот наши удочки. Это у нас получается с дожигателем. Такая вот паханоги греет. Что, замерзли, что ли? Ну, что-то вроде жарко, а ноги замерзли. Так мы пока вторые лунки бурили, конечно, замерзнешь. Сидим, ждем поклевочек. Так-то рыба уже должна подойти, я не знаю, что он выеживается. Дима. Выеживается. Ну, Дима. Алло. Пока сидим, скажи, ждем. Сейчас газ Да? кончится, да позвоним. Ну, позвоним, что, пока сидим. Сейчас баллон кончится, скажи, с газом. Баллон кончится с газом и позвоним. Что. А, ну это само собой, у нас как газ начнет кончаться, и тогда я позвоню. Чтоб успели собраться там. Чтобы мы это не замерзли, пока ждали. Давай позвоним. Ты что надумал-то на вечер? Ждет, ну, вернее, звонит нам человек, который Макс сюда тоже к нам подтянется. увозил. Не, ну мы играть будем, с нами торчать, пиво пить. Хули у него Юлька уехала, дома никого. Ну, в общем, как-то так у нас рыбалочка. Ну давай, позвоню, как что там. Не особо. Давай. Пока сегодня. Лето ждать? Летом будет. До какого лета надо ехать на Шагонарское море, и там ты без рыбы точно не останешься. Там вот приехал, побурился, через полчаса по-любому у тебя сразу. Бабла надо нам. Какого? На бензин только. И человека найти, который нас отвезет на Ну Шагонарское море. Димка с Ленкой. Это надо сколько литров бензина, чтобы туда и обратно. Они же что, туда увезут, обратно же не поедут. Нет, у меня есть вариант, кстати. Шагнар же мне отец. Ну. Если у него 4 на ходу, то мы к нему приедем на попутчике, на такси. Так у него потом кто забирать тебя будет? Да мы с ним и поедем. В Кызыл? На море, с Шагонара на море, Ну. порыбачим, приедем. Можно у отца переночевать и обратно стартануть. Хоть на двое, Тоже, хоть на 3 суток. Тоже вариант. Ну, двое-то нам одного дня хватит, ты знаешь, как замучаешься. Это ж тебе не просто вот сейчас как удочку поставил, там, поиграл и все. А там надо постоянно поигрывать, у тебя рука устанет. Там только видишь, не в бензине дело. Там в водке дело. Отца-то чем-то поить надо будет. Чтобы он нас увез. Надо, чтобы кто-то туда нас еще увез. Ну так вот, именно. Да он без прав ездит ему по барабану. Ну это же деревня. Что-то у тебя хоть 2 поклевки было, мне вообще не одной. Да у тебя кивок жесткий. По нему не видать. У меня-то, смотри, тоненький, маленький кивочек. Ну рыба тогда хочет, она и возьмет. 3 мормышки получается у меня тут. Одна фосфорная. Такая типа муравья с глазиком. Потом типа переколонки. И с кембриком 3. То есть на какую клювало непонятно. То есть здесь... У меня почти так же, только на конце на самом сало висит.
Будем ельцов хохлов ловить. Ельца хохла. Ну, Харя же в этом году клевал на сало. В прошлом. Ну да, в прошлом получается. И этот налим на сало клевал же тоже. На лимон мы ловили в прошлом году на сало. Ну, надо подзарядить эту лампу. Где мне тут прожектор? Зарядить эту. Я правильно поставил? Да. Стой, шевелись. Зарядить, получается, фосфорную мормышку и закинуть обратно. Может, то, что светиться перестало, клевать перестало. Вот говорю, что на фосфорную мормышку. То есть она вот светится зеленым такая вот. С глазиком, с красным. Только спущу и клюнет. Читать не вредно, да? Угу. Губу раскатал. А вдруг? Ну, фонарик, в общем, хороший. Вот уже кто-то второй пришел с Новым годом. 2 человека нас уже смотрят. Заходим, смотрим. С Новым годом вас. Ни хвоста, ни чешуи, если вы на рыбалке или собираетесь на рыбалку. А мы сидим на Вавилинском затоне, пытаемся поймать ельцов. Хотя здесь и окунь ходит, на кембрик поставили, но окунь днем клевал. Там старичок поймал парочку. О, Буян тут отправляет Анатолий Повар. И вам тоже с Новым годом. Спасибо большое за за поздравление с Новым годом. Вас тоже с наступившим Новым годом. Счастья вам, здоровья, благополучия в семье. Чтоб не болели, самое главное в этом году. Поскольку у нас с этим коронавирусом и гриппом сейчас непонятно, что творится. Ну, а мы вот такую минусовую температуру решили посидеть, рыбку поймать на сковородку, чтобы пожарить ельчиков свежих. В магазине-то понятно, купил, поел, а процесс не тот получается. А когда сам поймаешь, это совсем другое. Старичок поехал. Вон, все, старичок отрыбачился, домой поехал. Вообще пока ничего не было. То же самое. 3 поклевки видел, как стемнело, пиздец, куда он ушел. У меня одна поклевка там на старом месте была, и одна вот здесь сейчас вот. Все, да? И все, и вообще тишина, что-то ельца даже не слыхать. Днем уходила мелочь, блядь. Вроде тыкала, а сейчас вообще куда он там идет. Ну не знаю, елец может подойдет попозже. Может, позже Может позже будет. будет. Но мы посидим, пока газ есть. Ну а люди тоже уже вон собираются, уезжают. Поклевок нету. Кто домой, кто наоборот приезжает, кто уезжает. Да после этого наводнения, блин, уже не понять, где рыба. Ну, как сказать, вода упала, лед сел. После летнего уже наводнения. Судя по берегу. Может, ее все смыло? Да, Вода. ну смыло. Как его? В Шиганарское море. Ага, рыба здесь есть, просто она, как сказать. Умнее стало, что ли? Нет. Эволюционирует. Нет, она не умнее стала. Просто сейчас темно, и она адаптируется еще. То есть до выпадения снега, получается, лед прозрачный был. А все равно, когда лед садится, давление давит на воду. А выходить-то некуда, получается. И давление давит, получается, сверху льдом на воду и на саму рыбу. То есть. А мы бурим, вроде как-то и спускаем чуть-чуть. Там пробурился, там пробурился. В прошлом году я сидел тоже, Женька, в этой палатке. И андатра, прикинь, сижу, рыбачу вот так вот. Играю, короче, вот так вот. Удочкой.
Раз, прикинь, и андатра свое лицо вот так вот высовывает в лунку, я чуть не обосрался, я аж с торбы чуть не... То есть сидел, назад чуть не упал, ни хрена такая харя. И она тоже шуганулась такая, обратно щеманулась. Думаю, видимо, тоже воздуха, видишь, не хватало, она решила в лунке подышать. Или вообще просто вылезть. А мы тут, хоп, друг друга харями столкнулись. И ей, как сказать, страшно стало, и мне тоже. Ну, прикольно, что. Ждем поклевочки. Кто там что отправил? И тебя с Новым годом. Буян, Арабча и Анатолий Кулар. Вас тоже с Новым годом. Счастья вам, здоровья. Спасибо, что заходите, смотрите. Тоже как-нибудь на рыбалочку выбирать. Ну, не знаю, сейчас прохладно, как сказать, без палатки и без обогревателя. Не особо. А это мы фонарик выключили, без фонарика. Такой у нас. Со свечкой сидим. Со свечкой. А фонарик включаешь, как дома. Светло и, как сказать, дышать как в просторне, да? Да-да, спасибо большое за поздравления с Новым годом. Но мы будем пытаться поймать нашу золотую рыбку, которая нифига не клюет. Одна была. Не буду отвечать ему сейчас. Может, заходил, смотрел трансляцию. Скажет, не отвечают тоже, да? Уроды скажут. А они на Хуреше сидят, тоже рыбачат, получается. Они на Хуреше, на пятилетке сидят, рыбачат. Они звали меня на Куневку порыбачить, там в Ближнем Кахеме. Ну, что-то я очкую туда переходить, там еще... То есть поздно Енисей у нас встал. По малому Енисею. Что-то боязно туда переходить, перебегать. Но все равно как бы... Они хотели туда сходить, но я что-то очкую. А они пошли, Юрка написал, что на пятилетку пошли. Ну, на пятилетке мы в прошлый раз сидели, тоже Юрка одного яйца поймал и все. Давай, наливай, пока все съебались. Пока все съебались. Пока свалили. Никого нету, никто не смотрит. Хотя трансляция, наверное, записывается. Нет, трансляция не записывается. Думаешь? Куда бы она тебе с таким качеством? Ну как куда? Туда и записывается. С таким каким качеством? На сервере Ютуба, что ли? Нет, там свое хранилище, типа, ты заходишь, и там трансляции отдельно хранятся. А эти, что там еще по одной осталось? Еще по одной. Ну, как раз, может, баллона хватит. Сиди, может, по одному поймаем. Ну, мы никуда не торопимся. Главное, газа, чтобы хватило. Факт в том, что нас заберут. Ну, 3 лайка уже. Кто-то еще один лайк воткнул. Или закинул. Давай хоть бы, чтобы это, по одной рыбке поймать, хотя бы. Ну да. Или хотя бы кто-то из нас. Да, хотя бы хоть один кто-нибудь поймал. И то будет хорошо. Кочуренный огурец. Без труда, как называется, не выловишь рыбку из пруда. Может, весной повезет. Да весной-то, конечно, там я места знаю, где хариус будет клевать, там ельца не будет по-любому. Там будет только хариус, ленок. Газ не потуши. Я Тут его дунешь, и потушишь, газ ага. потухнет. Первый раз решил трансляцию снять, попробовать. Трансляцию через YouTube.
Чуть-чуть видео снял. Видео одно, трансляция другое. Тут получается. Нет, трансляция все равно записывается. Так вот в YouTube заходишь, смотришь. Ну, то есть была трансляция там такого-то, столько-то времени. У нас уже трансляция 25 минут. Угу. То есть запись трансляции, она сохраняется в ютубе-то. Надо еще помимо трансляции потом видео выкинуть. Не знаю, фосфорную мормышку поставил. Вроде и должно клювать, а что-то не хочет. Жалко, палатка маленькая. Так бы где-нибудь сбоку поставили, чтобы и обзор и нас был, и удочек получается. Вообще было бы круто. Надо палаткой расширяться на следующий год к зиме. Да? Мы бы тогда и Сережу бы взяли с собой. Ну да. С тем ты вообще не соскучишься. Сколько Надо... было бы у нас просмотров бы здесь? Куб где-то 4×4. Оба тут было. Не показалось. Две поклевки ты точно видел. Только они такие мелкие были, получается. Так, чуть-чуть кто-то покивал. Ну и лес он зимой так и клюет, аккуратно, короче. Такие вообще незаметные поклевки. То есть прикинь у меня, насколько кивок чувствительный. И ты с таким кивком решил. А, ты подвесил его. С таким кивком решил это. Увидеть поклевку. Не, ну если он захапает, то он, блин, сам по себе за это будет. Да, он, то есть получается. Главное, чтобы нам хватило газа. Да, это хватит. Оба, поклевка была. О, есть. Вижу, лично вижу. Просрал. Ну что интересно? Не знаю. На какой глубине, блядь? Сигарету тушим или что? Мы ждем поклевки. Оп. Есть! Есть! Пьечика поймал! На фосфорную. Да, на фосфорную. С почином меня, как сказать. Вот он, елец. Я поймал его. Сейчас мы еще подзарядим чуть-чуть эту мормышку. Оп, ушел. Ну ладно, что, с кем не бывает. Черт. Поймал и отпусти, называется. Вот это поворот, да. Угу. Поймал ельчика и того же просрал. Ну ничего, что страшного. Другой клюнет, значит рыба подошла. Сейчас клювать начнет. Значит, елец подошел. На фосфорную? Но. Интересно. Ну вот если он сейчас не расскажет остальным, что который, что зеленую не трогай. да, который свалился сейчас, другим настучит, скажет, все, зеленую не трогайте, или вообще скажет, отсюда сваливаем здесь. Нас, короче, надули. Ну хоть одного поймал, то есть вы его видели. Значит, рыба подходит. Настоящую. Но не, поигрывать все равно надо, чтобы она видела. Значит, здесь рыба есть, люди. Друзья, подписчики. Не зря мы здесь сидели, как сказать, 4 часа мы здесь просидели, получается. За 4 часа я вот первого только поймал яйца. Но это было вообще у меня реально, я вот ощутил тот адреналин рыболовный, который хотел. Я ее, получается, вытащил. Я поймал, ну хоть она убежала.
Ее надо было сразу в пакет, а я тут бросил. Она какая шустрая, видал, как дрыгала. Тык-тык-тык-тык-тык. Она, видимо, видела, что лунка-то недалеко. И тык-тык-тык ускакала. Ну ничего, значит, рыбка подходит. Будем ждать. Значит, она тут есть. Ну, жалко, да, первую, говорят, отпускать нельзя. Но она сама убежала. Кто так что- сказал? Ну, поговорка такая есть, что первую отпускать нельзя, потому что типа расскажут остальным. И потом клювать не будет. Ну, я поймал своего ельца в этом году, получается. На зимнюю удочку. Хоть и хорюска ловил, но вообще у меня прям кишки все вздрогнули. Я не знаю, эти непередаваемые ощущения, их просто... Это надо почувствовать. Ну вот кто летом рыбачит, то же самое. Зимой, наверное, еще больше ощущений, потому что ты ловишь не на летнюю снасть. То есть вода закрытая, ты ищешь, ходишь. Это вообще трудно. Мороз плюс еще при этом давит. Как-то каким-то образом пытаешься согреться. А летом-то, конечно, там без ощущений. Может, опарыша поправить надо. Крючок торчит, он не подойдет, скажет, сам жалеет. Поправим опарыш, чтобы крючка не видно было. Еще раз подзарядим. Фонарик-то нагревается, прикинь, поэтому там сзади стенки радиатора не обдувается же. Угу. Ну, а подзарядился. Закидываем обратно. Ну, я хоть ощутил вот это, как сказать, Азарт. азарт, тот, который ждал целый день. 3 поклевки было. Из этих 3 поклевки только одного вытащил, и тот убежал. Ну, а я бы с одним что сделал? Скормил барсику. Коту своему. Да и то он ельцов не особо-то любит, енисейских. Вот в чем прикол на енисее, который я ловлю, ему даешь, он не хочет их жрать. А есть те, которые в парке ловил, в парке он их ловит. Ну, значит, он подошел, сейчас все, начинает он свои эти поклевочки. Поклевки-то видал, хорошие были. То есть первый раз его чик, посрал поклевку, потом со второго раза вытащил. И когда он заглотил нормально. Вау, вот это ощущение были вообще. В руках подержал вроде, и руки ничем не пахнут. А харюза ты когда поймаешь? Раз поймал его, получается. И потом руки долго пахнут этим. Ну, просто как свежим огурцом. А ельца когда поймаешь, таких ощущений нет. Ждем. Что тебе дать с фосфорной этой Да так нормально. жопкой? Салюты кто-то пускает. Собрал такую мормышницу, то есть тут разные мормышки. Грузила, поводки, там, кивки. Даже черви силиконовые. Даже черви силиконовые, ну. Парыш силиконов только нет. Парыш у меня живые. Живыми только зимой пользуюсь, потому что силиконовые не факт, что там что-то клевать будет. Сколько ты их лет собирал, а? Я не знаю, 1 год, наверное. Ну, то есть летом покупаешь. И все. Летом покупаешь, зимой покупаешь. Ну, что-то у нас сегодня слабовато. 3 человека зашло, посмотрело. И тишина. Но одного ельца я вытащил. Уже что-то это прогресс, можно сказать. Назвать.
Свечку уберем. Без свечки вроде свету хватает. И что, один клюнул и все, и это так неинтересно. Такого быть не может. А тут же должно быть до хрена ему. Ну, ёбана, Ну, рыбка с стайка червяком, блядь. Это я сделал. Хотел поставить, порыбачить, пока это. Кто-то зашел, смотрит. С Новым годом! Кто зашел там? С новым счастьем. Вот такая мормышница. Все мормышки посложил, получается. Это брал я в магазине Рыбацкий рай. Сколько за нее дал, я не помню. Ну, тут всякие снасти, короче. Зимние, летние. Тут с этой стороны стенки глубокие получаются, а с этой стороны мелкие. Ну, туда мормышки понакидал. Ну, в общем, одна поклевка была. Ельчика я вытащил, но тот хитрее был, чем я. Ускакал в лунку обратно. Вроде сюда его бросил, а он как это, как назвать-то? Живой и как, короче, живец шустрый. Взял и обратно в лунку ускакал вообще. Ощущение получил хорошее, но то, что он убежал, это уже плохо, как сказать. Сейчас побежал, всем настучал, и поклевки пропали. Это вообще. Может, еще подойдет. Главное, чтобы газ не кончился, а то тут такой дубак будет. Как на улице. Ну, почти. На улице минус 40. Ну, почти кончается, прикинь. Нам еще тут, может, полчаса осталось греться, и все. И газ кончится, и будем паром дышать. Надо в следующий раз брать 3-4 баллона, чтобы... Бывают баллоны полные, бывают баллоны неполные. И будем мы тут. Будем, получается, мерзнуть сидеть. На улице все-таки не 15, не 20 градусов, а к ночи-то градусов 30 с копейками лунки замерзать начнут. Да они не так, он по краям чуть-чуть подмерзают. Газа-то маловато осталось. С Новым годом! Еще раз те, кто заходит, смотрит. Счастья вам, здоровья, благополучия. Взял он, получается, ельчик настоящую, не на игру. Ну, сейчас попробуем чуть-чуть поиграть, подразнить, пускай все-таки это подходит. То есть просто сидели, ждали, раз подошел, бабах, поклевка. Я первую поклевку-то просрал. Раз подкинул мормышку, обратно упала и опять нормально уже заглотил. Вытащил его, он взял такой шустрый, ускакал. Ну, бывает, с кем не бывает. Хотя, говорят, первую рыбку нельзя отпускать. То, что она расскажет другим. Ну, это, не знаю, многие говорят. Но все равно, как сказать, поймал, в руках подержал. Азарт поймал. Так сказать, кишки поэтовались. Поиграли, побурели, там, не знаю. Ну, в общем, как-то так. Ну, сидим, ждем дальше. Ну, или если F1 клюнул, значит еще будут поклевки, но поклевки будут уже в холодной палатке, наверное. Вроде все позакупорено, позакрыто. Газ кончается. Быстро что-то. Надо в следующий раз реально баллоны 4 брать. Ты просто убавил. Да я убавил, но все равно ты сейчас вот прибавь. Вот чувствуешь, что он кончается. Ты сейчас прибавь, он еще быстрее кончится. Видишь, пара изо рта пошла. Давай добавим. Так он еще быстрее кончится, ему вообще тут дубу дадим. Но дубу-то совсем не дадим.
все-таки все равно в палатке сидим, не на улице, не на открытом это. Там-то ветерок чуть-чуть. Даже по палатке, видать, она, видишь, там чуть-чуть стенка шатается, тут стенка чуть-чуть шатается, ветерок Мгм. подувает. Она, смотри, и подмерзла вон. Внутри чуть-чуть подсырела, так сказать. Вон. Ну давай, клюй же, рыбка. Вот когда кто-то в прямом эфире к тебе зашел в гости, а ты клевать не хочешь. Или на камеру на это плохо реагирует. Лунка-то уже подмерзла. Уже меньше, чем 130, она уже до сотки убавилась. Я еще не подмерзла. У тебя-то вообще даже не по бокам не промерзла. У меня-то она уже промерзла по бокам. Надо, короче, ехать на Шиганарское море. Там стопудово рыбы много. И то есть там, когда я ездил, получается, приехал, пробурился полчаса, у тебя уже сразу поклевка есть. Хоп, окунька вытащил. А здесь, получается, сколько мы уже? За 4 часа одного ельца поймал, и все. Это нереально, надо, короче, денег где-то подзаработать, да валить на Шиганарское море в феврале, да? Угу. Там потеплее уже будет, чем в январе. Но у меня видно, что даже пар идет с этого, с лунки. Где-то поддувает. А вот здесь непонятно. Вот с этой стороны что ли? Лунка промерзает, у тебя-то нормальная, походу. Или то, что ветром шатает, может это. Может. Отодвигает, получается, от снега края из-за ветра и начинает поддувать. Ну вот видишь, добавила, все равно уже пар-то изо рта идет газу. Ну и что, один елец и все, что ли? Да это смешно просто. Таким темпом только весной сюда можем на ельца ехать. Тоже где-то февраль, апрель получается. Потому что в феврале, в апреле здесь реально мы с Юркой когда гоняли, елец хорошо клюет, и ерши, и окуни кидаются как бешеные. Сейчас глухозимье получается, весь январь. И рыба, она, видишь, неактивная, потому что вот это, за счет вот этого давления, то что темно и давление, ну, то есть, но все равно люди ездят, рыбачат. Нет, какая-то рыба же клюет. Ну из-за одной рыбки тоже неинтересно сидеть. Да? Угу. Будем ждать с моря погоды. Может реально еще подойдет елец. Один подошел, клюнул. Они же стайкой ходят. Как один клюнул, а остальные что? У нас тропа у них рядом, блин. Мимо прошли. Да ну вот тропа рядом. Они тут же прикормленные, у тебя прикормленные, у меня прикормили. Так что они и тут, и там должны ходить. И тем более здесь корм есть. Получается, они бы здесь тормознулись и кормились. То есть прикормка, которую мы закидали там на дно. Там получается смесь всяких кормов для куриц берем и свиньям варим. То есть смесь кормов. Сколько каждую зиму я прикармливаю, рыба подходит. Ну, в прошлом году на орбите мы тугунков ловили. Они такие же, как ельчики, только поменьше такие, мизерные. Но зато тоже прикармливали, это же прикормка. То есть и ловилось, получается. Ждем. Где наша рыбка золотая? Та самая, которая убежала.
Ну, в принципе, видео должно сохраниться этой прямой трансляции. Там потом можно будет посмотреть, что ельчика я вытаскивал. Вытащил. Но он потом тык-тык-тык-тык-тык-тык ускакал. Какой шустрый. Ну, одного ельчика только мог, получается, скормить. Барсику, коту. Все-таки это же зима, а не лето. Он все равно бы съел, наверное. То он летом выеживается, что я постоянно, когда харизу поймаю, чищу его, кишки ему отдаю. Харизу тоже любит. Потому что он огурцами, то есть, пахнет. И огурцы я заметил, он тоже частенько залазит, пожрет на грядке и бросит, так оставит. Идешь огурцы собирать, смотришь, там погрызанный огурец. Ну вот, блин, фашист. Огурец покусал. А если в горьке, то краешек получается. Он же, они же начинают грызть это. Жопки. Кто-то сидит, упорно смотрит на лунки и нас слушает. Ждем поклевочки, а ее так и нету. Это странно. Время уже сколько? 7, 8 час. 7-8 час. И за это время, получается, мы с полтретьего сидим, за это время только один ельчик у меня клюнул, и все. И вообще ничего больше. И вот стоит ли сидеть ради одного ельчика вот столько времени? Ну, зато мы хоть сгоняли, разведали, что здесь не стоит людям сидеть ради одного ельчика. Надо куда-то подальше. Хотят на Шиганарское море, там, окуней половить. Что у нас тут такое от Буяна у нас? Поздравление с этим, с Новым годом. И это Александра. А лунка что-то у меня промерзает прям конкретно. Угу. Прям вокруг. По краям, но вся промерзла. Хотя этот газ стоит на одинаковой, ну, то есть посередине. Ну и где поклевочки-то? Еще. Посмотрим, что там на парыш. Съели нахуй, парыш. На месте парыш. Вот на эту зелененькую фосфорную получается. Сфокусируется, не сфокусируется. У меня ельчик взял. Сейчас поближе попробуем. Муравей фосфорный. На нее у меня клюнул ельчик. Во. Сфокусировалась вроде. Вот. Фосфорная с глазиком, с красным таким. С двумя париками. Ну, вроде опарыш на месте, он что-то не клюет. Ну, там какой-то УАЗик едет. Нас бы газа, главное, хватило, чтобы посидеть. Сейчас чуть-чуть пониже опущу. Чуть-чуть. Может, она со дна берет. Непонятно. А как она вообще на дне? Может, повыше надо поднять просто. Пробую повыше поднять. О, ушел как раз. Вовремя. Да. Ну давай, за рыбалку. Будем сматываться. Потихоньку, но Ну. сворачиваться. Может, клюнет кто сейчас. Вот повыше поднял, может он повыше стоит, сука. Или
И все рыночку звонить. Забирают нас. Газ еще не кончился. Вот пока они прогреют, Ну да, пока доедут, звони. хуй вот еще времени придет. Прикинь, сейчас я приподнял, клевать начнет. Пиздец. Не, я тебе больше скажу, мы сейчас позвоним, клевать начнет. Ничего, мы трансляцию 50 минут уже снимаем. Уже прилично. Ну все, можете забирать нас. А Ленка-то где? Ну давай. Таксует. В магазин поехали. Ладно, мне уже ноги затекли нахуй. Хуя у тебя лунка-то промерзла, ребят. Ну или пролезет, и ладно. Там Харюс пролезет. Щука, наверное, не пролезет. Да и щука пролезет. Смотри, какая. На такую леску там щука не пролезет. Ты какая-нибудь тупая попадется щука. Не, а такую леску порвет сразу. Только к лунке ее подведешь, она сразу. Да. Она порвет леску, ты что, она у меня там вообще такая слабенькая, на 0,3, наверное. Вообще тоненькая. Специально вот зимой это на яйца. На толстую леску, может, она боится подходить, не знаю. Ну все на тонкую леску рыбачат. Аккумулятор. Пиздец, 5%. 5. Зажжёшься, Ладно, да. всем спасибо за просмотр. Будем закругляться. У меня аккумулятор сдох. 5% говорит, скоро может выключиться. Так что всем спасибо, кто заходил. Всех с Новым годом. Одного яйца поймал. И все, в общем. И хватит, сказали. И хватит в этом году. Так что в следующую рыбалку, наверное, мы поедем на Шиганарское море. Всем пока. Заходим, подписываемся. Всем спасибо. Всем до свидания.